Представители знака зодиака Рак. Здравствуйте, мои дорогие. Таро-прогноз на декабрь 2024 года. События на пороге. События с первых дней месяца и три главных события. Давайте узнаем, что нам расскажут карты. Может быть, это период перехода из ноября в декабрь, самые первые дни, или с чем это будет сопряжено. Давайте узнаем, какова энергетика в последний месяц уходящего года, когда мы строим планы на будущее и подводим итоги. И, конечно, будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас, всегда говорю об этом. Но я искренне надеюсь, что мы проведем с вами приятное время и какие-то подсказки вы все же получите. Итак, давайте узнаем, что же нам поведают карты. И первая карта – что придет? А что уйдет? Может быть, это тот вопрос, который вы сумеете как раз совершить, завершить или с чем-то определиться в течение декабря. Что будет продолжаться? Чем не соблазняться? На что соглашаться? И чего опасаться? Далее на колоде колесо года. Три главных события. Давайте достанем. Первое, важное, главное событие, как видят карты. Второе, чего может касаться или какой сферы жизни. И третье. Итак, что же придет? 20-й аркан, 20-й старший именно аркан. Это страшный суд. Это карта возрождения. Это карта освобождения от боли, от страданий, от каких-то разочарований. И нам карта говорит: оставь прошлое позади. И встречай все будущее, или встречайте события, которые приходят на твой порог. Это когда у нас что-то не получилось, допустим, в ноябре месяце, а в декабре как раз вы сумеете что-то совершить, может быть, согласовать. У кого-то могут быть высокие согласования, имею в виду высокие инстанции, важные, какие-то моменты жизни, когда вы оформляете те или иные документы. Может быть, это и решение очень важное. Карта может касаться любой сферы жизни, у кого-то и личной жизни, когда вы тоже своего рода подвели итоги, строите планы на будущее. Иногда это будет касаться переезда, но, наверное, всего чего угодно. Потому что старший аркан у каждого как-то будет проигрываться по-своему. У кого-то, может быть, это новый вид деятельности или то, что вам захочется изучить, или в принципе изменить свою жизнь как-то по-новому вам уже хочется. И некоторые пункты своей предыдущей жизни расставить, как вот все по местам, чтобы не оглядываться назад. Потому что карта освобождения, мы сказали. Что же уйдет? А вот знаете, может уйти какой-то конфликт. Может уйти какая-то прежняя история, которая была со знаком минус. Отчасти какие-то и разочарования могут уйти. Может, знаете, какая-то прежняя история, которая касается отчасти взаимодействия даже с законом, оформления каких-либо бумаг. У вас прежде, может быть, не получалось, здесь вы первая, кто-то из вас может прийти к выводу, что мне теперь это не нужно, я уже переориентировался или я уже переключилась на что-то другое. Может быть, это прежде нам казалось совершенно необходимым, а тут мы понимаем, да нет, уже отрезано, и мне это уже даже вспоминать не хочется. Вот такой момент может быть. Или вы в чем-то поставите все по местам и действительно завершите вот эта самая точка, последний аккорд. И это уйдет. Может быть, это будет сопряжено опять же с документом. Все-таки мечи у нас иногда говорят о том, что мы с чем-то разбираемся окончательно. И часто как раз важные документы, бумаги свидетельствуют о том, что мы вот эту точку такие поставили. Может быть, для кого-то это проиграется, хотя это редко бывает по этой карте, но когда вы разбираетесь в вопросах собственного здоровья, допустим, был какой-то прежний или как варианты диагнозов, а здесь для вас тоже больше определенности. Какие-то обследования могут быть пройдены вами, и выяснится, что же теперь нужно делать и какие
какое лечение, точнее, нужно получать. Отчасти может быть и такое. Значит, когда нам становится словно после этого легче, мы точно знаем траекторию последующих действий. Что будет продолжаться? Все то, что по судьбе. Карта Иерофант. Смена статуса. И у кого-то смена статуса через работу, через новые возможности. Через новые возможности заработков. Иерофант нищий не бывает. У кого-то важные отношения. Часто эта карта говорит, как и, к примеру, бракосочетание. Может отчасти и говорить про бракоразводный процесс. Мы все же разные, поэтому перекладывайте на себя. Но что будет продолжаться? Значит, вы принимаете решение, мои дорогие, и вам уже от самого решения уже становится легче, хотя бы потому, что какая-то путаница из вашей жизни в декабре это точно уйдет. Может быть, были переживания по тому или иному вопросу, и вы сами у себя словно много раз спрашивали, а правильно я поступила или поступила. Или рассматривали, а может быть, надо было как-то по-другому. Вот здесь ясное видение какого-то процесса или какого-то пункта вашей жизни. И полный вперед. Вот теперь то, что будет продолжено, оно условно в каком-то правильном ключе. Или, как я говорю, с правильной ноги. Это правда, когда завершится период ретроградности, особенно, наверное, кто смотрит вот еще сейчас, в ноябре, мой расклад с планеты Плутон, когда она переходит в знак Водолея. И это вот последний реверанс Козерога был специально словно для знаков стихии Земли и воды. И вот в декабре больше ясности у вас и наступает. Потому что либо какая-то прежняя история, или если она могла развиваться, она уже как к финишу подходит, уже точно или подошла. И вы видите, как и уже новые перспективы, и вы точно для себя знаете, что вы не хотите продолжать. Наверное, определиться в нашей жизни – это самое главное, потому что как только мы определяемся с чем-то, мы уже готовы организовывать как и самих себя или адаптировать к какой-то ситуации, так и перед нами возможности сразу открываются. Мы не оглядываемся бесконечно на какие-то прежние истории. Мы понимаем, что да, для нас есть то, что закончилось, то, что нам попросту перестает нравиться или быть интересным. И больше вдохновения, оптимизма сразу приходит. Давайте мы с вами посмотрим, чем не соблазняться. Тройка жезлов. Вообще строить планы на будущее прекрасно. Но если мы говорим, чем не соблазняться, может быть тем периодом, когда мы можем, кстати, думать, что я еще подожду. Ведь по этой карте всегда изображен человек, который не действует. Он ждет. Это карта будущего или переход между прошлым и будущим. Человек останавливается на короткую минуту или назовите это период времени, но именно для того, чтобы словно в уме перебрать, все ли я взял с собой в будущее, или проанализировать, все ли у меня готово, или как я теперь вижу вообще, куда я хочу идти, или мои устремления наперед, или мои планы на будущее. Но есть риск вот в этой статике задержаться надолго. Поэтому вот этим не соблазняйтесь. Само по себе будущее, оно уже ждет вас. Это словно порог для вас, мои дорогие, по 20-му аркану, который нужно просто переступить и что-то не анализировать. Все то, что важно, стоит у причала каждого дня декабря. На что соглашаться? Наоборот, на скорость. Вот мы только с вами сказали, пауза какая-то, она не должна быть продолжительной. Да, как проверка, хорошо, почему нет? Но когда мы топчемся на месте, такого быть не должно. И наоборот, на что соглашаться? Восьмерка жезлов – это трансформация, это скорость, это быстрота событий, это быстрые какие-то могут быть новости или извещения, возможности, предложения, смена обстановки вокруг вас, смена какой-то ситуации вокруг вас. Она может именно подталкивать в это самое будущее или идти вперед попросту. А нам как-то так, может быть, еще нерешительно хочется, нет, как-то по-своему. Сумейте, наверное, декабрь прожить по тем событиям, которые вам будут открывать как Вселенная, высшие силы, или то, что будет происходить. Не оценивайте ни людей, ни обстоятельства.
с какой-то, ну, как с прежней позиции, потому что на самом начале об этом говорит карта, просто иди вперед. И, может быть, вот это какое-то ускорение, оно как раз вам будет помогать. Кое железо пока горячо, нам об этом говорит карта, поэтому вот на это соглашаться. Чего опасаться? Семерка жезлов, быть тянутым в какой-то конфликт или начать жить для кого-то, например. Что я имею в виду? Могут, вы люди очень добрые, вы люди очень отзывчивые. И вот это качество вашей души, вашего характера могут иногда использовать самые разные, может быть, ваше ближайшее даже окружение, чтобы вы участвовали в чем-то. Может быть, отчасти больше уделяли чему-то или кому-то времени, а вы сами у себя на пороге перемен, мои дорогие, и это требует для вас времени. Поэтому не потратить много времени впустую на то, что не может служить прогрессу, или на то, что интересно кому-то. Семерка жезлов нам всегда предлагает перед тем, как на что-то согласиться или начать участвовать буквально в каком-то соревновании или споре, кому-то что-то доказывать. Отступи полшага назад и спроси, а надо ли мне в этом участвовать? Вот опасность именно соскользнуть, может быть, в чужие ожидания и начать действовать так, как это удобно кому-то. А у вас собственный период жизни достаточно важный именно в декабре. Давайте мы откроем, каково же главное событие. Четверка пентаклей, карта жадины, я ее называю, и нам конкретно в этой колоде прорисован человек. Тот, который ничего не хочет менять и не хотел прежде менять. Ему так уютно, спокойно, надежно, он так привык, так было всегда. И вот нам уже показывают, все его сокровища вываливаются буквально из мешка. И он и сам не удерживает этот мешок слишком крепко, потому что вокруг осень. Нет перспективы, карта нам говорит, будь аккуратен вот как раз вот с этим. Может быть, есть ряд вопросов, мои дорогие, когда, смотрите, вам нужно совместить как бы две энергии. Конечно, себя не обесточить материально, мы говорили это, да? Но и не поставить что-то, как материализм, выше, выше того, что ценности называются. То есть вопрос цены и ценностей. Вот цена, она вторична. Ценности или ваши мечты. Назовите это ваши цели, это ваше намерение. Должно быть движение. По четверке пентаклей никогда движения нет. Это наоборот какой-то контроль. Контроль, он должен быть, все-таки это главное событие. Вы должны все контролировать. Но не для того, что деньги ради денег, например, да, или сохранение какой-то прежней ситуации, а при этом нам сказали, сколько ты тут не сохраняй, внешние какие-то будут перемены. И если мы не хотим ничего менять как раз, значит, в нашу жизнь все равно ворвутся эти самые перемены, транзиты таковы планет. И мы можем не верить в гороскопы, но и как будто высшим силам тоже неважно, верим мы в них или нет, они все равно будут каким-то образом менять нашу жизнь. Пусть не через наши собственные усилия, но тогда это могут быть какие-то внешние обстоятельства, которые нас все равно могут заставить измениться. Поэтому соедините возвышенное и земное в один красивый узор. Вот такое важное событие. Но деньги есть, деньги будут. Второе важное событие. У вас две карты скорости, мои дорогие. И, видимо, действительно что-то вы не можете отложить на потом. Карта колесница – это отчасти энергетика, как у 20-го аркана, потому что она нам тоже говорит, не оглядывайся назад, тебе отсюда только полный вперед. И мы с вами говорили освобождение, карта свободы, по сути дела, от каких-то ограничений. И значит, какая-то история может по части вашего бизнеса или получения документов. Прежде вы не могли какой-то, мы говорили с вами, да, документ получить. А здесь вы его получаете все, и уходят какие-то сомнения, и вам придется действовать быстрее. А может быть для получения или каких-то важных согласований. Для вас как раз использовать какой-то открывшейся возможность или открывшийся момент, и тоже делать это быстро. Сегодня возможность есть,
а завтра ее может не быть. У кого-то буквально куда-то поехать тоже, может быть, в декабре придется. Или это может быть вообще много поездок, переездов, какого-то перемещения, мои дорогие. Давайте посмотрим. Активная жизнь, в принципе. Туз мечей. Я всегда называю выход из лабиринта. Но вот, видимо, вот какая-то путаница или ожидание, оно должно закончиться. И нам показан мудрец, который обдумывает, как же он будет теперь действовать. И у нас две совы изображено именно в этой колоде карты. Это прообраз всегда мудрости. Поэтому какие-то мудрые решения для вас как важное событие. Давайте мы немножко раскроем, чего это может касаться. Или какой сферы жизни, к примеру. Четверка пентаклей. Взаимодействие по работе, партнерские отношения, какая-то, может быть, история, которая требует того, что мы от нее не отказываемся, тем не менее. Но и это не должно напоминать, как какие-то качели, внести, может быть, больше ясности в эти самые отношения. Или разобраться и в личной истории. Восьмерка чаш. И в этой колоде, обратите внимание, девушка смотрит в спину уходящему мужчине, и она в кулачке сжала как будто платок. Платок не для того, чтобы слезу утирать, отнюдь нет. Она достаточно решительна, лицо ее решительно. И она как будто говорит: пошел, вот и иди. У кого-то могут быть именно то, что эти качели напоминало по отношениям, пусть даже в личной жизни. Вы с чем-то разберетесь. Потому что, может быть, отчасти меняются ваши как раз ценности. Или вам не хочется быть на вторых ролях. Есть риск, кстати, соскользнуть в долгое выяснение. Но можно все завершить достаточно быстро. Вот. Переложите это на себя. Дайте я достану как карту совет. Совет. Опять же карта скорости. Не отложи что-то на потом, это точно. Будет возможность с чем-то вам определиться. И вообще, если мы говорим о восьмерке чаш, это когда мы ищем выход, и мы его находим. Может быть, знаете, была ситуация, когда вот по двойке пентаклей, и вашим, и нашим, или когда мы пытались усидеть словно на двух стульях, приходилось так вот перескакивать между... У кого-то буквально так может проиграться между одним домом и вторым домом. Значит, нужно все равно определяться именно по отношениям. Может быть, кому-то из вас какая-то по работе ситуация тоже, она словно надоела. Что-то вы тут будете менять. И словно ветер перемен, где-то рыцарь жезлов – это тот, который готов к любым неожиданностям. Ему самому хочется драйва. Ему какое-то болото стоячее буквально надоело. И где-то четверка пентаклей о сохранении ведь тоже может отчасти свидетельствовать, когда ничего не меняется. И вроде бы меняется вокруг. Нам показана осень. Колода называется «Колесо года». Что в природе, в пространстве, и, как я говорила, высшие силы, перемены все равно будут. Сколько ты тут не удерживай, перемен каких-то не избежать. Но очень хорошо, когда мы сами выходим судьбе навстречу, когда мы сами что-то предпринимаем. Аркан колесницы, с чем это может быть связано? У вас огромные возможности, но будет все зависеть от какого-то важного решения. Карта маг. Холодная карта, мои дорогие. Много скорости, но может быть кому-то очень сложно как раз и решиться на первый шаг. Или вот этот самый порог, словно переступить. А туз мечей в какой области? Давайте мы посмотрим. Карта заслуженного успеха. И отчасти ведь это тоже как скорость. Скорость принятия решения. Или нам человек показан, который отплывает буквально от прежнего берега. Прежний берег, там проиграно все, что можно было проиграть. Или все, что могло вырасти, оно уже выросло, и уже какой-то цикл закончился. Мы не можем что-то повторить. Опять же, нет интереса. У кого-то сам по себе переезд и важные решения по части переезда. У кого-то по части работы, перемещений. Может быть, работа связана с командировками. Может быть, как вы что-то будете реструктурировать по части вашей активности или по части, кстати, по шестерке мечей мы можем начинать рассматривать варианты работы из любой точки мира.
работа на дому, если прежде ходили в офис, или наоборот, была работа на дому, а тут вы предпочтете как раз перемещаться. Для кого-то из вас это новые виды деятельности, или вообще есть такое значение «жизнь с чистого листа». Вот. Пусть не в этой колоде, в другой, но именно шестерка мечей. Мы идем одни, кстати. Имеется в виду ваше именно решение. Нам никто не помогает принять это самое решение. Это у нас должно хватить сил, поэтому это еще карта мужества для того, чтобы сделать первые шаги, вот как этот человек отталкивает от берега лодку. И он не выглядит на карте восторженным, и тем не менее, это карта заслуженного успеха. Вот нам и карта, наверное, 20-го старшего аркана говорит, тебе придется за декабрь с чем-то определиться и идти вперед. Прошлое, позволь ему оттолкнуться от тебя. Впереди прекрасное будущее с новыми возможностями. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.